24 февраля ты проснулась от взрывов. Трясется земля, трясется все. У нас паника, семья знакомых не нашла даже целого тела ребенка. Когда ты поняла, что это уже серьезно? Ко мне подходил 3 или 4 раза ДНРовский военный. Я уже вижу, что он начинает мне строить глазки, начинает раздевать когда маму. И он говорит: а где ж ты так нагиналась? Как вам удалось выбраться? С тобой работает ФСБ. Берут отпечатки пальцев. Один из вопросов — это как вы относитесь к Путину. Папа под дулом этого автомата. Он пошел на фильтрацию и не вернулся. Я даже не представляю, что будет, когда Мариуполь освободят. Я не знаю даже, смогу ли я вообще это смотреть, эти кадры. Друзі, всім привіт! Я вирішила запустити проект «Незламні» про історію українок, які пережили жахливі події з самого початку війни, яку розпочала Росія у моїй країні. Кожна історія українки варта вашої уваги. Хочу сьогодні познайомити вас із дівчиною з Маріуполя Валерією. Вона із сім'єю змогла вибратися із міста через 40 днів блокади, але це було непросто. Лера розказала мені, що зараз насправді відбувається в Маріуполі, як її сім'ї довелося побувати в фільтраційному таборі і звідти вирватись, як кадировці знущалися та роздягали її матір на очах її маленького брата. Все це зараз в інтерв'ю. Це правда, яку має знати кожен. Лера, привет! Привет. Как ты себя чувствуешь? Ты сколько уже времени в спокойном режиме, в каком ты состоянии сейчас? Как давно приехала из Мариуполя? Мы приехали ровно неделю назад сегодня. Прям вообще в полном спокойствии, только 2 дня первых. Когда мы уже прям выдохнули, приехали уже в точку назначения в Житомир, и все уже располагаемся тут, потому что пока что будем тут. Все уже приходим в себя, наконец-то себя нормально чувствуем физически, морально это немножко мы пока не понимаем. Физически наконец-то всех перестало, долго нас тошнило, всех перестало тошнить, и потихонечку начинаем выздоравливать, потому что тоже мы в холоде были. Мы сейчас немножечко и простыли, но уже все хорошо. Какая сейчас главная проблема со здоровьем? Я имею в виду вот эта тошнота, она вызвана чем? Насколько я знаю, что когда вдыхаешь от взрывов, да, вот этот дым постоянно, что это очень, это потом сказывается, да, и тошнота именно из-за этого или нет все же? Мы, правда, очень много было взрывов и такой специфический запах этой серы. Возможно, из-за этого, возможно, мы просто тоже ели в лагере и пили воду, которую там давали. Возможно, у нас была версия, что может быть что-то там не так, антисанитария какая-то. Да, давай начнем с самого начала. Лер, ты родом сама из Мариуполя. Да, ты там родилась? Из Мариуполя. Да. Родилась, и в принципе почти всю жизнь жила. 2 года я жила в Киеве, я училась. И потом вернулась в Мариуполь буквально 1,5 года назад. Я вернулась в Мариуполь уже окончательно и надеялась на то, что уже буду жить в Мариуполе ближайшую свою жизнь какую-то и строить там уже. Начала строить какую-то карьеру, уже начинала привыкать жить в Мариуполе. Я знаю, что ты занимаешься балетом, правильно? Или нет? Да, балетом, да, растяжка, хилс, все это. В общем, я хореограф и детский, и взрослый. Чем занимаются твои родители? Занимались в Мариуполе? Папа у меня работал мастером в заводе. Он работал в 2 заводах, и там, и там. А мама у меня главный специалист в пенсионном фонде. Угу. И у тебя еще есть маленький братик? Да, маленький. Его зовут Ярослав. Ему 12 лет, он уже подросток. Да, он ходит в 6 класс, да, где-то, наверное? В 7 ходит. За день до войны, помнишь ли ты 23 февраля? Что происходило у вас
в Мариуполе и чем занималась ты на тот момент? Да, я, даже как сейчас помню этот день, все было хорошо. Я даже была более чем уверена в том, что все будет спокойно, потому что Мариуполь чуть ли не самое безопасное место. Мы были уверены в этом. И даже, что тоже не свойственно для меня, вот у меня было маленькое свидание, и все было хорошо. Вот мы гуляли там по городу. Жизнь была абсолютно нормальная, все было даже лучше, чем обычно. 24 февраля ты проснулась так же, как, наверное, каждый украинец от взрывов. Нет. Расскажи. Я очень устаю физически. И я всегда очень крепко сплю. Я проснулась не от взрыва, я просто проснулась по будильнику. И вот у меня мама мне сказала, что был очень громкий взрыв. Вот в 5 утра у нас тоже в Мариуполе. Мы как-то все немного испугались, но у нас все собирались на работу. У меня мама поехала на работу работать. Я должна была ехать к деткам в садик и тоже собиралась как раз-таки на Восточный. Это район, который обстреляли в первую очередь в Мариуполе. Вот я собиралась ехать туда, наработала и надеялась на то, что мы будем как-то продолжать функционировать, даже если какие-то там, вроде был какой-то взрыв, мы так все немного к этому привыкшие и понимаем, что, наверное, так и должно долго. А ты говоришь, мы привыкшие, что ты имеешь в виду? У нас просто все равно слышны были взрывы. То есть вот на протяжении всех этих 8 лет все равно, когда-то что-то вдалеке бахает. И в принципе мы живем в городе, в котором находится 2 огромных завода, и для нас какой-то звук громкий — это ничего такого страшного, потому что это мы всегда думаем, может это завод, может это то есть никогда нет такого, что мы прям сразу начинаем бояться, при том, что почти возле нас. Когда ты поняла, что это уже серьезно, что никакая работа и, собственно, нужно сидеть дома и так далее? С 1 на 2 марта мы спали как обычно, все было как обычно. И вот 2 марта этот взрыв, он был не один, их было 3, я помню. И на первый взрыв я сплю со своим братом в комнате. И у меня ближе к окну моя кровать. Я слышу взрыв и сразу падаю на колени, ближе к нему, хватаю его, и мы всей семьей забегаем в коридор. И вот это, у нас такого не было никогда. Оно трясется, земля трясется, все, мы слышим этот звук разбитых стекол, и ты не понимаешь, это сейчас твое стекло упало или что это вообще было только что. Мы немножко начинаем приходить в себя, слышим запах газа, и у нас паника у мамы, она начинает паниковать, что сейчас начнет что-то гореть, вот. И все выбегают, это все еще такой полумрак. У меня мой младший брат, он еще час ты трусился, у него был такой тремор, как будто он очень сильно замерз, и он прям не мог прийти в себя. Это все какие-то слезы, кто-то кричит. В общем, это такая картина очень страшная. У нас мы живем во 2 подъезде, в 1 подъезд прям в балкон попал снаряд. И попал еще снаряд где-то во дворе, еще снаряд. То есть по факту был обстрелян наш двор и дом. Мы просто побежали даже не в тамбур, а просто коридор. То есть между комнатами просто коридор. При том, что у нас достаточно так открыто, у нас с одной стороны окна, и с другой, и, не дай бог, если что, то мы не сильно были защищены. Но мы старались держаться в этом коридоре, мы побежали сразу под дверь, то есть ближе к подъезду. У вас вообще было бомбоубежище в этом доме? Какое-то парковка, подвал? Нет, это обычная 5-этажка. Мы почитали о том, что все эти подвалы, они не подходят как бомбоубежище. Бомбоубежище у нас относительно
ситуации, которая происходила в Мариуполе, далеко. То есть туда надо было просто взять вещи и уйти, но это нужно было сделать до того, как все случилось. Вот. Мы туда не пошли, потому что там все переполнено, потому что первый обстреляли один район, Восточный, там очень много людей живет. И они все перебрались в эти бомбоубежища. Сколько вам пришлось вот так вот постоянно прятаться? Вы ночевали уже возле дверей, вы уже ночевали в коридоре? У нас было 8 человек в квартире, у нас небольшой коридор, и мы вот в коридоре все вместе на полу ночевали. И вот со 2 марта до 19 числа мы ночевали в коридоре каждый день. Я знаю, что в Мариуполе в какой-то момент, как раз в начале марта, случился апокалипсис. Отключили газ, свет, связь. Вот как раз у нас до 2 числа, 1 числа я еще созванивалась, переписывалась со всеми, у меня был интернет, у меня была связь. Газ пропал только в нашем доме 2 числа, потому что перебила газовую трубу. И у меня папа через день починил эту трубу. Провели газ в дом, и через день отключили по всему району вообще газ. Не было воды, света, газа, и еды тоже не было уже. Воду мы так и не спустили в бойлер. Мы тоже собирались, потому что вода уже заканчивалась. Но это все дождевая вода, талый снег. Хотя у нас в Мариуполе, у нас экология такая, что такое нам нельзя пить. Вот. Ходили, набирали воду в колодце. Вот процесс набора воды в колодец, мужчина просто в частном секторе открыл свой колодец у него во дворе и раздавал людям воду. То есть бесплатно и естественно все это было. Потом какие-то были резервуары, там хлеба заводил, у нас папа ходил. Но это все всегда риск какой-то определенный. Но мы еще как-то пили чай какой-то все равно. Мы старались на костре, мы что-то делали, ели какие-то супы, готовили. Уже ближе к 20 числам мы уже поняли, что еда начинает заканчиваться, потому что ее неоткуда брать просто. Было холодно, да? Очень было холодно. Мы не понимали, как такое может быть. В марте минус 12 у нас было, минус 10. Потом, когда попадали какие-то осколки от снарядов, у нас были дырки в окнах. Все эти дырки, естественно, пропускают тоже холод, сквозняк. Ты всегда находишься в каком-то диком холоде. У меня вообще аллергия на холод. То есть у меня это еще все чешется. В общем, это ужасно. И все равно все надеялись, что вот-вот, сегодня было тише, значит, все это заканчивается. Но потом просто, когда уже все стало намного только, допустим, я поняла, что скоро это закончится. Но что делать, тоже мы не знали. У папы разбито было лобовое стекло в машине. Мы не решились, не сели в машину и не уехали. И в какой-то момент уже было поздно уезжать именно на машине. Уже не пускали, простреливали. У нас знакомые собрали волю в кулак и поехали. Они выехали, они в Украине, тоже все хорошо. А вот мы не решились, потому что тоже боялись, как на машине, пропустят, не пропустят. И вообще у нас очень много мостов подорвано. Мы не знали вообще, есть ли какой-то проезд. Самолеты летали все время. То есть мы уже настолько знали траекторию пролетов. Мы знали, что самолет летит вокруг города, то есть делает круг по городу, сбрасывает одну бомбу. Мы просто слышали, летит второй раз, сбрасывает вторую. И так 4 раза минимум было. То есть это прям на постоянной основе. Первое время самолеты летали все время. Абсолютно все время. Утром, днем, вечером, ночью всегда были слышны самолеты, и ты никогда не знаешь, куда оно прилетает. Земля все время трясется. То есть было уже страшно, когда ездили танки возле домов, мы это все видели. Но все равно мы не так переживали, когда был вроде бы
танк наш, мы как-то были более спокойны. Лично меня как-то это все равно успокаивало. Там, когда видишь, что какие-то военные проходят наши, тоже ты более спокоен. И вот потом 18 числа мы уже увидели, как у нас по бульвару, мы живем прямо возле моря, и мы уже увидели, как по бульвару едет русский танк 2. И мы уже тогда поняли, что все, ничего хорошего тут не будет. Мы очень испугались. И вот с 19 ночи мы спали в коридоре. И с 2 часов ночи мы спустились в подвал, потому что начались сильные авиаудары. То есть мы поняли, что это именно самолет. Мы спустились все в подвал. У нас очень маленький подвал, и дверь выходит сразу на подъезд. То есть это вообще не безопасное место на самом деле. Мы вышли из подвала, когда услышали, что все горит. То есть все просто. Мы слышим, что горит, и мы испугались, что наш дом тоже горит. Нельзя оставаться в подвале. И папа кричит: идем, собираем, быстро надеваем все на себя, все, что можем, и уходим из квартиры. Все. Мы все идем, собираем. И вот это одна из самых ужасных картин, которые я видела. Я стою в коридоре, одеваюсь и разговариваю с мамой. У меня мама стоит в комнате, недалеко от окна. И я вот смотрю на нее, смотрю на окно и вижу вот этот взрыв красно-серый, такой оранжевый. И у меня мама падает. И мы, естественно, тоже все падаем, группируемся как-то. Но мама ближе всех. Получается, сначала мама, потом я от окна. Дальше уже там как-то все более-менее было. И мы не понимаем, куда это упало. Мама в шоковом состоянии, с ней, слава богу, все было хорошо. Я очень испугалась. Мы берем все, что было, сразу на нас уже. И просто уходим. Мы просто взяли все вещи, которые смогли, и ушли. Это, грубо говоря, по сумке на человека. Максимум там у нас был какой-то запасной рюкзак. Еды, воды мы с собой тоже не взяли, но мы пошли к бабушке. У нас бабушка живет как раз-таки в том районе, на Восточном, который первым делом обстреляли. Пошли, мы не знали, куда мы идем. Как бабушка, как ее дом, вообще все ли там сейчас нормально. И мы пришли к бабушке, мы шли долго, мы шли часа 3, потому что одна, с которой с нами была бабушка, она плохо ходит. И мы в обход шли, все очень видели много русской техники, которая между домов стоит. Очень много русских военных. У меня еще такой момент, насколько я знаю, опять же, из рассказов девушек, что когда ты находишься постоянно в доме или в подвале, ты не видишь той реальности, которая уже происходит в Мариуполе. Это полностью, сожженный город, это трупы по всей улице. Что ты увидела, что увидели вы, твоя семья, когда вы вышли на улицу и когда проделали этот путь? Мы видели, что все разрушено, трупы. Страшно даже не так смотреть на какие-то трупы, как на людей, которые еще живые. И мы понимаем, что ты не можешь никак помочь человеку, а он уже в таком состоянии, когда вряд ли его что-то спасет. Ты просто идешь, и у тебя нет нормальных слов для того, чтобы это описать. И ты не веришь, что это вообще происходит в 21 веке. Это вообще не верит. Удивляли больше целые дома. Мы шли, и это было шоком, но целые дома как раз-таки были там, где были русские военные. Русские военные стояли, между домов стоят танки, с ними жители мариупольцы стоят, разговаривают, пьют чай. У нас просто шок. И у них целые дома. И мы понимаем, что, конечно, они сейчас спокойны, потому что у них, у них еще есть дом. Лера, а как твой брат, как он реагировал, насколько его, то есть ты понимала, что насколько психика его была крепкая в этот момент? Он говорил папе, что я не хочу умирать, и когда тебе твой маленький сын говорит такие вещи, то это все просто И, конечно, никто не хочет умирать. И я даже не представляю, что будет, когда Мариуполь освободят. Я не знаю даже, смогу ли я вообще это смотреть, эти кадры, потому что
Я не знаю, сколько там погибших под завалами. У нас тоже много историй о том, что семья знакомых не нашла даже целого тела ребенка. Просто, и я думаю, что это не единственная семья. Все нас направляли в Новоазовск. Всех людей, очень много людей просто встали и пошли, потому что у всех такая ситуация, как у нас. И всех направляют в Новоазовск. Идите на эвакуацию. Какие-то странные гражданские личности тоже кричат: туда нельзя, куда мы шли, туда вас не пустят. Но у нас там бабушка, нам надо было туда прийти обязательно. Значит, вас всех отправляли в Новоазовск, это город возле Мариуполя. Да, это недалеко от Мариуполя, это очень, такой, я там, если честно, не была, но это небольшой город, но он просто уже давно ДНР. Оккупированная территория, туда отправляли людей на эвакуацию. То есть информации никакой не было там больше. То есть просто ты идешь в Новоазовск, и мы все догадались, что есть возможность выехать в Россию. Все военные, все люди вокруг, иди вам туда. Мы тоже сначала думали, что все, сейчас мы пройдем дальше на Восточный, и там не выберемся, но на самом деле мы пришли к бабушке, и там даже было спокойней. У нее была печка, было тепло, у нее есть какие-то были запасы, и мы даже первое время после невозможного этой жизни, после этой бомбежки бесконечной, там какая-то даже часовая тишина, нам вообще казалось, что как будто на каникулы приехал к бабушке летом. Мы просидели так 2 дня, и я, мама и папа, мы втроем, брата мы, конечно же, не брали, мы решили, что мы пойдем еще раз посмотрим на квартиру. Конечно, мы пошли в надежде на то, что там что-то останется, люди потушат огонь. Это была самая сложная дорога в моей жизни. Мы живем ближе к центру города, но на левом берегу. И мы, когда приближались ближе к нашему дому, это страшная какая-то картина. Все дома разрушены, где-то просто огромная дыра в доме, трупы, люди какие-то бегают, всем страшно. Не чеченцы, а кадыровцы стоят. Мы не знаем, пропустят нас или нет. Возможно, такое, что тебя даже могут просто убить, даже не разбираясь. И мы подходили к нашему дому, и хотелось верить в то, что хотя бы первый этаж у нас сохранился, что он не сгорел, но он сгорел. От квартиры остались только стены. Мы выходили из подъезда, и опять попало 2 снаряда прямо где-то рядом. Нас оглушило. Мы тоже забежали опять в подвал. Слава богу, дальше ничего не было. Мы сразу побежали обратно. Пока мы шли обратно, тоже ужасно. Кадыровцы тоже, они мы идем, мы никого не трогаем, мы так просто бежим с этими белыми какими-то тряпочками. Мы просто посмотреть на нас, жалко людей. Они еще успевали нам крикнуть, что вы вообще посмотрите, это ваши снайпера сделали. Людей убивают, это ваши снайпера, так. Ты не можешь ничего ответить, ты просто пытаешься побыстрее убежать. И мы пришли, поняли, что у нас уже ничего в Мариуполе не держит, потому что дома у нас, в принципе, больше нет. И через несколько дней у нас получилось дозвониться, тоже пойти на 9-й этаж, получилось позвонить. И мне сказала подруга, что Володарская вывозит людей. Я не знала, чье Володарское, сейчас это Никольская вообще называется. Это 10 километров от Мариуполя. То есть это так же близко, как Новоазовск. Просто в сторону Украины ближе.
мы просто решили, что мы вот пойдем пешком. Нам сложно было именно выбраться с левого берега. Это была самая большая сложность. И мы поняли, что нам придется обойти полностью весь город для того, чтобы прийти на это место сборов, сесть на эвакуационный автобус и уехать. Мы вышли пешком рано утром, 4 человека, вот я, папа, мама, брат, и взяли тоже собаку, все свои 5 сумок. Тоже очень много солдат, очень много. Родителей проверяли, папу раздевали. И нас в какой-то момент завели в какой-то ангар, и сказали нам подождать. Мы сидели в этом ангаре, там куча военных, мы не понимаем, зачем нас вообще посадили там. Нас, слава богу, оттуда отпустили, но тоже это все просто страшно, какой-то фильм, все. Мы, в общем, шли пешком, прошли через один населенный пункт и вышли в Сартану. Это тоже как бы населенный пункт рядом с Мариуполем, там велись боевые действия. Но мы были там, было все спокойно. И мы через Сартану, то есть мы прям обошли Мариуполь, через Сартану хотели войти в Мариуполь снова, чтобы попасть в этот поток людей, которых эвакуируют. Нас в Мариуполь не пустили военные русские. А вот по поводу эвакуации, Лер, вот насколько говорят, что вот эти эвакуационные автобусы не пускают в Мариуполь, вот гуманитарные коридоры не делают. Не пускали даже настолько, что не пускали людей и из Мариуполя, не всех. Не всех выпускали даже на частных машинах. И, конечно, мы поняли, что автобусами тоже ехать, что их не пустят. А, конечно же, российские автобусы эвакуационные, которые едут в ту сторону, естественно, они их выпускали, впускали, там ездили, все было хорошо. И вот мы застряли в Сартане, нас не выпускали, застряли в этой Сартане. Целый день мы сидели в Сартане, и целый день мы видели, как привозят эти эвакуационные автобусы людей, которых, кто-то, конечно, кто-то кричит «Спасибо, солнышко», что ДНРовскому военному, какая-то бабушка это кричит, там уже стоят, все снимают, мы все это видим, как происходит съемка, как кто-то кричит «Спасибо тебе», и за что, и на что он отвечает, и они все так отвечают «Главное, что живы». И вот меня до сих пор триггерит от этой фразы «главное, что живы». То есть, и мы понимаем, мы остались без домов, без всего, что мы нажили. 20 лет у меня родители работали, там, что-то копили, собирали, делали ремонт, и все было хорошо. А нам говорят «главное, что живы». Тоже в этой Сартане так ужасно было. Люди приезжают, один мужчина вообще подошел ко мне, к нам, и начал спрашивать, а что тут вообще происходит. Он приехал на этом автобусе без вещей, без документов. Его просто говорит, я вышел за водой. То есть человек вышел в Мариуполе за водой, его просто взяли в этот автобус, посадили, эвакуировали. Главное, что живы. Он без вещей, без денег, даже без документов. Он в шоке, не знает, что делать, и не знает, как вернуться в Мариуполь, потому что у него там семья, я не знаю. В общем, людей отвозили безыменно автобусами. Но как мы потом уже узнали, что на самом деле их не довозили до населенного пункта этого безыменное, их довозили до блокпоста в автобус. Он такой, как просто обычный школьный Богдан. Их довозили до этого поста, там просто оставляли, они пешком проходили, через каждые 10 метров стояли военные на этом посту. Каждые 10 метров. И каждые 10 метров эти люди с детьми, бабушки, они останавливаются возле этих военных, те что-то у них спрашивают, они проходят дальше. Они проходят через этот пост и потом собираются на заправке, и там стоят и ждут автобуса. Как мы поняли, что по ходу автобусы как раз-таки на безыменно. То есть автобус, который в Сартане рассказывают на безыменно, мы едем на безыменно. Они туда не едут, они отвозят, всех высаживают, дальше
нужно ждать еще тоже на холоде. Это все холод, ужасный ветер. Ко мне тоже подходил 3 или 4 раза ДНРовский военный, предлагал нам остаться у них в комнате. Да, что он говорил, у нас там очень хорошо, мы вас накормим. Мы, конечно, спасибо. И вот так мы целый день стояли, и он каждый раз приезжал с Мариуполя с людьми. И каждый раз подходил: вас так жалко, вы тут... И то есть все военные, они такие очень добрые, такие доблестные рыцари, которые дают печенье, украинские конфеты. Потому что мы тоже сразу начинаем смотреть, а что это за конфета. Это украинские конфеты, то есть это просто краденое. Все, что на складе было, вот вам, пожалуйста, как будто. Вот. И вот прямо он настаивал чуть ли не: наша машина сейчас в ту сторону едет, давайте мы вас отвезем туда, подвезем. Слава богу, нам не пришлось ночевать с военными, потому что я не знаю, после этого случилось в Буче. И, в принципе, мы понимали, что это все возможно. Ты не знаешь, я молодая девочка, и я уже вижу, что он начинает мне строить глазки. Я уже не знаю, куда деться в Сартане. Слава богу, нас забрал мужчина, который ездил за родителями, тоже в Мариуполь хотел попасть, его не пускали. И он ждал родителей с этих автобусов. Он родителей, не знаю сейчас уже как, но в тот день дождался и взял нас и отвез нас в Володарское. У нас как раз было 5 человек в машине, мы как раз поместились, слава богу, в машину. И он через все там блокпосты нас отвез в Володарское. Все русские военные, они очень недружелюбно спрашивают: а почему Володарское, если мы едем со стороны Сартаны, куда вывозят Безыменно, вроде бы ближе, да, а мы поехали, Сартана и Безыменно вот внизу, а мы поехали вот так, объехали Мариуполь поверху и приехали в Володарское с другой стороны вообще. Лера, скажи, как вы в этом вакууме информации, по сути, нет ни связи, вы не читаете новостей, русские говорят о том, что уже они все захватили, полностью окружили, окольцевали всю Украину, и все проиграло, Украина проиграла и так далее. Как вы в этом вакууме информации надеялись еще выехать на украинскую территорию? Ведь вы могли просто так же понять, что все пропало, нужно ехать в Россию. Никак. Мы просто мы в адеквате понимаем, что как она может быть в конце, если Польша тут, это невозможно, чтобы она была в конце, просто в принципе, да. Мы с мамой очень не хотели в ту сторону, просто до такой степени, что поедем, а там будет понятно, все. Просто настолько сильно мы не хотели в Россию, в ДНР, боялись. А ты еще, Лер, говорила о том, что там связь, это Феникс. Расскажи тоже об этом, что даже позвонить не было. Да, ты не можешь позвонить. Нас тоже очень это пугало. Мы еще когда были в Мариуполе, в Украину получилось дозвониться. Мы звонили даже в Германию родственникам. У нас получилось дозвониться с ужасной связью, у тебя нет выхода в интернет, у тебя никуда нет выхода, а в Германию ты можешь дозвониться. А в Новоазовск дозвониться никто не мог. Почему так глушат связь, мы не понимали. И там, в этом Володарском, мы были там в этом лагере, в Украину позвонить невозможно. Ты можешь позвонить попросить только у солдата какого-то, позвонить только в Россию, или в ДНР. Феникс, карточку ты купить не можешь. Получается, что у тебя нет возможности просто никак выйти на связь. Wi-Fi, никакого интернета нигде, естественно, нет. И у тебя обрезана связь с Украиной. Лер, абсолютно. Расскажи еще про эту фильтрацию, которую должны пройти люди для того, чтобы попасть в Россию. Там людей в этом лагере, мы, получается, ночевали 2 ночи в этом лагере, и людей постоянно направляют на фильтрацию. Записывайтесь на фильтрацию. Сначала фильтрация была... Что вообще такое фильтрация? Это тебя, как я понимаю, с тобой работает ФСБ. Берут отпечатки пальцев,
отпечатки ладошек, тебя фотографируют, тебя, естественно, в какую-то базу записывают. Это все длится очень долго, там 4-5 часов может. Ты записываешь всех родственников, должен записать всех родственников, которых ты знаешь абсолютно. И, естественно, если у тебя есть кто-то из ВСУ, ты это все тоже, я думаю, что люди, которые работают в государственных органах, они тоже под каким-то сумасшедшим там вопросом. То есть ты отвечаешь на какие-то вопросы. Тоже один из вопросов — это как вы относитесь к Путину. Я так понимаю, что все люди отвечают хорошо, потому что я не знаю, что будет, если ты ответишь иначе. Потому что даже когда мы познакомились с людьми, и у них забрали мужа, потому что у него была какая-то проблема с документами. Какая проблема, мы не знаем, но он пошел на фильтрацию и не вернулся. А потом через 2 дня его жене говорят, а он в Таганроге, его отправили в Таганрог. То есть у жены, естественно, нет выбора, они поехали в Таганрог. Дальше я не знаю, что там было. Фильтрация, она для чего нужна, как они объясняют? Для того, чтобы когда вы будете пересекать границу с ДНР, и когда вы будете въезжать в Россию, к вам никаких вопросов сразу не было. Очень много автобусов, которые отвозят на Ростов, и все кричат без фильтрации. Фильтрация проходит все равно, в любом случае. Но она просто... Так ты в этом лагере находишься, ты можешь там дождаться своей очереди, чтобы пройти эту фильтрацию. Там огромная очередь, ты ее дожидаешься. И, то есть ты можешь находиться, тебя кормят, ты более-менее в тепле, и у тебя есть просто свет и вода, и возможно там взять. А когда ты без фильтрации едешь в автобусе, то есть тебя останавливают на каком-то просто пункте, в поле, грубо говоря, там на трассе. И там проходит фильтрация всего автобуса. Фильтрация проходит с 18 лет до 75. То есть бабушек, дедушек тоже фильтруют. Не так, что там бабушек, дедушек не трогают, там, или женщин. Фильтруют всех, просматривают, естественно, телефоны, могут позвонить по номерам, которые у тебя есть. То есть, там по каким-то, рандомным, это все, но это все возможно. То есть тебя полностью сканируют, проверяют, чтобы тебя не... чтобы у тебя не было никаких там связей, чтобы ты... И тогда тебя спокойно пустят в Россию. Паспорта забирают? Такая. Забирают, но не у всех, насколько мне известно, что у кого есть люди, у которых паспорта остались. Чудом там или нет, я не знаю, но вообще не забирают. Если ты не захочешь, ты не отдашь. Вот так, я думаю. Но есть люди, которые подчиняются ситуации, говорят и делают то, что им скажут. И для того, чтобы тебе дали жилье, дали какое-то пособие, тебе нужно записаться как беженец. Когда ты записываешься как беженец, тебе выдают такую бумажку и забирают у тебя документы. Как вам удалось выбраться с Володарска и поехать в украинском направлении? Все перевозчики частные. Никто не соглашается везти в сторону Украины. Мы были готовы уже на то, чтобы нас просто вывезли куда-то на какую-то трассу запорожскую, лишь бы в сторону Украины как-нибудь. То есть мы уже на это просили. Все это сумасшедшие деньги тоже. В итоге мы нашли перевозчика, который вез в Бердянск, и надеялись на то, что с Бердянска можно будет как-то уехать на Запорожье. Уже договорились. К нам просто случайно подошли волонтеры и сказали, что мы вчера приехали из Запорожья, там все спокойно, мы можем вас туда отвезти. Мы вообще не верили, что это правда. Мы сразу как-то забоялись. Вообще, это как такое возможно, что кто-то едет все-таки в ту сторону. Как их пропустили, да? Да, то есть их пропустили. Они хотели ехать в Мариуполь за родственниками, но их не пустили именно в Мариуполь, и они переночевали в Володарском и приняли решение, что они возьмут кого-то еще. То есть они помогут кому-то.
Вот они случайно попали на нас. Мы вообще в это не верили. Естественно, мы согласились, сели, вот и поехали. Проехали спокойно 15 блокпостов, ну, более или менее спокойно. Естественно, мы все в напряжении. Это все российские военные, какие-то то кадыровцы, то вообще какие-то буряты. То есть это страшно видеть не украинские лица, прям правда. И на одном блокпосту проверили, очень много блокпостов, где раздевали папу, на одном блокпосту проверили все там вплоть до кошелька. У папы в кошельке были доллары. И военный это заметил и говорит ему: поменяй 1000 гривен мне долларами. То есть понимает человек, что 1000 гривнами ему не нужна, а доллары нужны. У папы не было там 30 долларов, было только 20 и 50. Тот, естественно, взял 50 и отпустил нас, слава богу. И вот мы доехали до этого ужасного в Буч, в Пологах. Просто нереально много блокпостов. Пологи очень... И там каждый километр там стоит русский блокпост. Нас всех там проверяли багажник, проверяли документы, у родителей проверяли телефоны, у нас не проверяли. И вот мы доехали до 15-го, по-моему, блокпоста с кадыровцами. Они так заглядывают в машину. У меня, у мамы, когда вот это случился взрыв, у нас в квартире, когда мы вещи забирали, у нее был порез вот тут. И она его замазала зеленкой, не было вообще никаких медикаментов, даже уже не замотала, потому что, чтобы она заживала лучше. И у нее зеленое это пятно. Кадыровец говорит: это у вас что? Мама объясняет, что мы с Мариуполя, у нас это я поранилась. Он говорит: у вас просто снайпера женщины. Мама говорит: я не снайпер, мы не представляем угрозы. Мама говорит: проверьте документы. То есть мы не скрываем там никакие документы, возьмите, проверьте нас и все. Они заставили выйти папу, папа раздевается. И вот этот военный, который придрался к маминой руке, придрался и к папиным рукам. У меня папа колол дрова. То есть мы жили без света, без воды. У него были какие-то мозоли на руках и руки грязные, правда грязные руки, которые уже так легко, оно не отмывалось просто. И он говорит: посмотри на мои руки и на свои. То есть сравнивает руки военного и сравнивает папины руки. Говорит: у тебя одинаковые руки со мной. У тебя руки военного, ты воюешь. Папа объясняет: говорит, я не воюю, я даже не служил, я не военный. Нет, ты воюешь. Увели его подальше на блокпост. То есть это все происходит в поле. Мы сидели в машине, я с братом сидела в машине, берут наши телефоны, ухмыльнулись, когда увидели мой телефон, спрашивают у мамы: а где вы работаете? Мама говорит: пенсионный фонд. Говорит: а что у вас в пенсионном фонде позволяют ваши зарплаты купить iPhone? Как он сказал, за 100 тысяч. Мама говорит: это не мой iPhone, это дочка купила себе, она работает. А кем дочка работает? Преподает танцы. На это вопросов не было. В общем, они забрали телефоны, мы не видели, что они проверяли, но мы все почистили. То есть мы поудаляли все фото войны, нас предупредили, все видео, поудаляли все вплоть до истории браузера. То есть вообще все почистили. Я удалила Telegram, Instagram, то, что мне писали какие-то военные тоже до этого, и все это можно было найти в диалогах. Все я удалила, WhatsApp, Viber, вообще любую информацию, которая касается войны. То есть там только какие-то там личные фото и все. И даже проверяли телефон брата. То есть настолько все серьезно. И забирают телефоны и родителей. Мы сразу начинаем плакать, мы сидим, у меня младший брат на это все смотрит, и я вижу просто, как папу раздевают, как-то мы уже поняли, что да, будут проверять, хорошо.
Но как начинают раздевать когда маму, я вижу, мама снимает штаны. И я не понимаю, что происходит, ничего не могу сделать. И она стоит, снимает штаны, и она рассказывает, что мне еще этот парень, который на 20 лет младше почти, кричит: «Труселя свои прикрой», и спрашивает, у нее отшелушились колени мы не мылись, просто, и она говорит: у меня почему-то красные колени, а мы просто всегда в каких-то одеждах, оно тоже могло надавить. И он говорит: а где же ты так нагиналась? На нее когда смотрит. И мама говорит: так что, просто колени, то есть мы не знаем, что делать. Ее заставили еще раздеться по ключице, показать ключицы. То есть мы с братом просто смотрим на то, как раздевают маму, и нет слов. И мы не понимаем, отпустят они вообще сейчас или нет. Мы не понимаем, а если сейчас скажут: дети, едьте, ладно, да, а вот взрослые все. И непонятно, что делать, честно. Папа под дулом этого автомата стоит, всем плохо. Мы поняли, что они просто как будто поиздеваться захотели. Потому что там нечего было особо проверять. Они не умеют читать на украинском. Еле прочитали там какую-то информацию. У мамы было в телефоне о том, что нужно делать, там, когда прятаться. Вот. То есть просто они поиздевались, попугали нас и отпустили. И все закончилось тем, что вот они пожелали нам хорошего вам пути. Дали нам телефоны, хотя тоже мы думали уже, что телефоны не отдадут. И я уже думаю: все, ладно, забирайте телефон, хорошо. Вот. Но, слава богу, выехали. Просто первый украинский блокпост, украинский военный, украинская мова. Мы все плачем. То есть у меня папа плачет, брат, мама, все плачут и не верим вообще в то, что это в принципе могло с нами произойти, что мы в Украине, потому что уже такой тупик, и когда кажется, что просто нет выхода вообще, только ехать в Россию мы очень не хотели. И у нас не осталось дома, но мы все обычной жизнью. Да, конечно, мы все психологически, я не знаю, сколько раз мы там контужены, это все нужно время для того, чтобы прийти в себя. И сеансы с психологом тоже я очень хочу тоже, но пока что просто мы рады, что мы немножко успокоились, приехали, и мы счастливы, что мы в Украине. Я счастлива, что у меня есть возможность говорить, что я хочу, думать, что я хочу, что я могу просто спокойно жить. Меня не смущают работа ПВО, меня не смущают какие-то взрывы, потому что я точно знаю, что все будет Украина. 100%. Скажи, Лер, какая помощь на сегодняшний день вам нужна в вашей семье, и как мы можем как-то в этом поучаствовать? У нас, в принципе, все есть, и просто я не ожидала, что настолько нам люди помогут. Я так всем благодарна, мне не хватает слов, мне не верится, что люди финансово помогли, вещами, столько вещей нам переслали и продолжают присылать. Мы не хотим долго сидеть, мы хотим пойти на работу и всего добиться сами, с нуля. Мы с тобой говорили о специалистах, о психологах. То есть я думаю, что через какое-то время вам это будет необходимо и брату, и маме, и папе, и тебе. Вот поэтому, конечно, я буду рада помочь. И те, кто посмотрят этот эфир, я уверена, что много откликнется. И эта работа очень нужна для дальнейшего восстановления своего психологического состояния. Да. Лер, огромное тебе спасибо. Я очень рада видеть улыбку на твоем лице. Спасибо, я тоже очень рада, что получилось поговорить, что все это не зря тоже пройдено, что люди будут просто знать, что происходит, потому что знать все-таки важно. Все будет Украина, да. Слава Украине!